По Фрейду. За пределами места гнева и слез нависает лишь ужас тени, но все же угроза долгих лет находит и будет находить меня бесстрашным. Фрагмент стихотворения Уильяма Эрнеста Хенли, которое он написал незадолго до ампутации ноги. Эти печальные, но сильные строки произносит дочь Фрейда, подвергая субъективную характеристику противопоставлению. Картина преисполнена смыслами, классически снятая с блестящей игрой Энтони Хопкинса. Фильм будет интересен определенной аудитории, интересующейся философией и человеческим поведением. Если у вас нет таких стремлений, то, как мне кажется, даже непревзойденная актерская игра Хопкинса не сможет удержать ваше внимание. История описывает предположительную встречу писателя Клайва Стейплза Льюиса, автора серии фэнтези-повести «Хроники Нарнии», и психиатра Зигмунда Фрейда. Доподлинно неизвестно, была ли такая встреча на самом деле. Есть лишь упоминание, что незадолго до самоубийства основателя психоанализа его посетил некий известный человек из Оксфорда. Фильм представляет собой интеллектуальный дискурс агностика и защитника христианства. Оба героя глубоко травмированы. Один предпочитает решительность, другой ищет утешение. Один выбирает отвагу, другой старается заглушить воспоминания. Правильного решения нет. Есть поступки, продиктованные волей и сознанием. Это печальный психоанализ убеждений, в котором озвучиваются важные темы, но раскрывается только одна – возможность передумать – признак адекватности. Авторы противопоставляют конфликт мыслей и конфликт действий. Фрейд сравнивает религию с всемирным детским садом и призывает человечество повзрослеть, а писатель обвиняет человечество в страданиях, которые оно само и породило, утверждая, что только свобода воли делает добро возможным, называя удовольствие шепотом Бога, а боль громкоговорителем. Тема войны актуально пронизывает сюжет, подчеркивая параллели между прошлым и настоящим. Фрейд называет фашизм злом и говорит: «Я прозрел и увидел лицо зверя, чудовища. От зверя не убежать. Наша моральная убежденность и есть зверь. Мы сами чума, мы сами голод и смерть, мы сами апокалипсис. Слава Богу, что я не доживу до еще одного Гитлера». Кинофильм интересен своим глубоким содержанием, метафизической рефлексией, драматичными персонажами, извечными философскими размышлениями. Все же фильм не оставляет глубокого впечатления, но побуждает к рассуждению о добре и зле, о сексуальности, о человеческих слабостях, о религии, о науке. Это хорошая эмоциональная философская драма с талантливой и непревзойденной игрой Энтони Хопкинса. Впрочем, хотелось бы более яркого конфликта и более смелой провокативности, которой так не хватает в этой психологической дуэли неверующего психиатра и воцерковленного писателя. Если вам понравится этот фильм, тогда могу порекомендовать «Опасный метод» – фильм о методе психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда в форме любовной драмы. Юнг и Фрейд были друзьями, но впоследствии их дружеские отношения расстроились, и эти реальные события отражены в кино. Я вспомнил интересное реальное событие, связанное с Густавом Юнгом. В момент смерти Юнга в его любимое дерево в саду под Цюрихом попал заряд молнии, а его другу Лоренсу приснился сон, в котором Юнг махал ему рукой, будто бы уходя куда-то вдаль, и говоря: «Мы еще увидимся». Спустя несколько лет, находясь под этим же деревом, Лоренс Ван дер Пост разговаривал с журналистами, и в момент его рассказа о смерти психиатра в дерево опять ударила молния. Удивительное совпадение, окутанное мистицизмом, которым Юнг так страстно интересовался.